Здравствуйте, друзья! Рад приветствовать вас на своем канале. С вами Max Adventure. И сегодня мы поговорим, какую же багажную систему поставить в 2024 году. Сейчас у нас февраль, и пора уже готовить своих коней к новому сезону. Все вы знаете то, что я катался с канистрами. Канистры очень надежные. Все с ними катаются, бед не знают. Кто падал, вообще с ними ничего не случалось, а если что-то случалось, их легко запаять. Очень практичные, просто человек, который это придумал, ну просто гений. Но я решил что-то поменять, потому что более падать я не хочу, и решил все-таки увеличить литраж и просто добавить комфортно к своей езде. До этого я ездил с оригинальной багажной системой от фирмы Honda. Ну, оригинал есть оригинал, но мне он не устраивал, потому что он ненадежный, то есть 2 раза упал, все, он раскололся и просто кофры на выброс. Ну, мне это не устраивало. Да, эта система очень хорошая для поездок по автобану, по кафе, по гостиницам, спору нет. Но и она не функциональная. Как вы знаете, то, что, наверное, все из вас не любят кофры, которые открываются в сторону. Когда ты загружаешь, навьючиваешь свой мотоцикл, тебе нужно все укомплектовать, поместить туда, чтобы ничего не выпадало. Но когда тебе нужно что-то достать, когда ты останавливаешься, либо это ночевка, либо ты просто у тебя какой-то перекур на дороге, ты открываешь кофр, и у тебя все вываливается. И тебе нужно снова это все заталкивать. Это вообще просто бесило, вымораживало. Также могу сказать о центральном кофре от фирмы Honda. Не знаю, там, не помню, сколько он заявлен, то ли 35, то ли 40 литров, но по факту туда можно было сложить литров 20, потому что его конструкция такова, что когда он разделен посередине, то есть нижняя часть половина и верхняя часть половина, у тебя крышка открывается, ну и все выпадает. То есть половина, это вообще, ну я не знаю, как этот кофр создавали, но он вообще неудобный. Я его поменял на алюминий, и я его снова тоже поменяю, этот алюминий. Вскоре я вам покажу, почему и зачем. Итак, давайте посмотрим, что мне сегодня пришло. Я изучал очень много форумов, смотрел много обзоров, разговаривал, общался со своими товарищами и все-таки выбрал из того ассортимента, который предлагает нам рынок, что же нам поставить практично, и цена, и качество, и будет отвечать всем параметрам. Такие фирмы, как Moscow, Bumot, Lone Rider я рассматривал. Какие-то мне не нравились по конструктиву, какие-то не нравились по цене. Ну, а всеми хваленый Lone Rider, он стоит, ну, просто космос. И я думаю, что это неразумно платить такие деньги, тем более его и не достанешь в наши реалии. Так что давайте посмотрим, что приехало сегодня ко мне. Мы с вами сделаем распаковку, посмотрим, какие детали, установим их и пощупаем, насколько они вместительные. Итак, друзья, хочу представить вам кофры, которые я заказал. И вы, наверное, догадываетесь, какие. Это кофры фирмы Givi, GTR 709, или по-другому их называют Canyon. Давайте посмотрим, что они из себя представляют. О, какие тяжеленные. Так, это наши кофры. Материал прочный, на ощупь, скажем. Так. Ага. Здесь идет внутренний мешок водонепроницаемый. Вот такого цвета. Также к кофрам идут рамки пластиковые. Ну, посмотрим, как они будут вести себя в эксплуатации. У меня есть сомнение, что при каком-то падении вот здесь есть замки, и как бы эти замки, я так понимаю, здесь крюки вешаются, не вырвало бы крюки. Смотрим. Также здесь набор болтов, а это у нас скобы пластиковые под разный диаметр трубы. Интересно. Так,
Ну и карманы, да, которые я хотел. Тоже все водонепроницаемое. Все приятное на ощупь. Встроенные крюки из пластика, вот эта пластина с замком. Так, ключи у нас здесь. И еще стяжки всякие. Разберемся. А это, я так понимаю, ремень под плечо. Когда ты приезжаешь куда-нибудь в гостиницу, открываешь ключом, берешь, прицепляешь ремень и идешь спокойно себе в номер. Практично. Этого я и хотел. У меня бывают такие ситуации, когда я остаюсь в гостиницах. Ладно. Так. Теперь нужно будет подобрать нам по диаметру трубы. Диаметр трубы. Так. Диаметр трубы, сейчас измерим. На моем мотоцикле диаметр трубы 17 миллиметров. А скобы идут на 16 и 18. Так. И я так понимаю, лучше поставить будет 16 миллиметров, чтобы они плотнее прилегали к трубе. Так, давайте начнем с вами установку этих замечательных кофр. Кстати, о кофрах. Сказали, что здесь идет встроенная плита. Также здесь внутренний карман с мешком. Мешок водонепроницаемый отцепляется. Так. И вот это очень важная тема. Вот если бы это было у канистр, я бы даже, наверное, может быть, я что-нибудь придумал с этими канистрами, чтобы возить дополнительно. Либо здесь смазка цепи, вот тут, кстати, чехлы водонепроницаемые, либо, не знаю, сюда даже, наверное, стул и стол уберется. И этот карман у каждого кофра есть. Также здесь, смотрите, здесь есть стропы, на которые можно будет прицепить дополнительные сумки любой фирмы. Хоть это Китай, хоть это Гиви, хоть это что-то еще. Так что кофры 35 литров, они выглядят на 35 литров. Они огромные по сравнению с канистрами. Сейчас, кстати, для сравнения свои канистры покажу. Вот моя канистра. Да? Вроде бы как бы они одинаковые, но мне так кажется, что вот сюда влезет больше. Но на самом деле вот так никто не ездит. Вот так. У меня крайне это было редко, когда у меня было очень много вещей для кемпинга. Мне пришлось их вот так застегивать. Ну, смотрелось так себе. Самое главное, что когда ты ездишь с такими кофрами, вот эта вся система, вот это она просто подбешивает. У меня, кстати, вот смотрите, я падал с кофрами, у меня кофр только, у него вмятина, все, больше ничего. Ее можно нагреть и выгнуть. Но я этим не задавался, мне это нафиг не надо. Вот. Так что вот это жутко бесит в поездке. Так, давайте начнем с вами установку. Эти чехлы мы убираем обратно. И начнем устанавливать вот эти плиты на мотоцикл. Итак, вот эта скоба рассчитана под трубу диаметром 16 мм. У меня 17. Так, пробуем, прислоняем. Не знаю, как-то выглядит ненадежно. Я думаю, это как-то исправить. Значит, что я придумал? У меня в гараже есть шланг для перекачки бензина, маслостойкий. Я отрезал вот такое колечко, хоть оно неровное. Сейчас мы его пополам разрежем.
и получим таких два полукольца. Их мы будем подкладывать под верхние скобы. Берем пластину, устанавливаем ее строго вот в таком положении. Если вы установите вот так, то вы не нацепите кофры, потому что они вставляются вот в эти разъемы и вот здесь замыкаются крюками. Так, значит, наживляем. Берем, значит, наш шланг. Так, делаем вот так. Так. Здесь у нас имеются контргайки, так что нам локтайт не понадобится. И все это фиксируем. Все то же самое делаем с другой стороной. Устанавливаем пластину. Итак, друзья, мы с вами уже установили кофры. Я положил что-то из своих вещей. Это кухня, спальный мешок, матрас, какую-то мелочевку. Сюда я положил смазчик цепи, и здесь еще остается полно места. Сюда спокойно войдет либо 2-литровая бутылка воды, либо мой складной столик. И тем самым я еще не забивал соседний кофр, он у меня пустой. То есть туда я планирую складывать свой холодильник с продуктами, одежду, топор, пилу, там что-то еще. Места очень много, реально. По сравнению с канистрами, ну, у меня места прибавилось. Как вы видите, я снял центральный кофр, и сегодня мы его будем менять. И давайте посмотрим, что же мне пришло в замену этого кофра. И вот, наконец, я дождался своей посылки. Вы знаете, что я очень много снимаю. Вот этот кофр меня не устраивал тем, что все в нем брякало, все находилось в чехлах. Каждая остановка — это нужно открыть крышку, открыть каждый чехол, открыть каждый объектив, там, каждую технику свою, нацепить это все, снять кадр и потом опять все запаковывать. Меня это не устраивало, я очень много времени терял на дороге, и порой мне казалось, что не хочется делать лишний кадр, потому что с этим очень много возни. И вот, значит, что ко мне приехало? Ко мне приехал Pelican кейс. Я считаю, что это очень классная штука для видеооператора. Я подсмотрел этот кейс у канадского блогера, посмотрел, насколько он комфортно располагает всю свою аппаратуру. Это занимает очень мало времени для расчехления аппаратуры на дороге. Когда тебе хочется быстро что-то подснять, а момент уже уходит, то в этом кофре весь процесс занимал где-то минут 5-6, а это время. И я решил сделать все-таки кейс именно для аппаратуры, чтобы она не брякала, все было надежно, была защита от влаги. И давайте мы его распакуем и посмотрим, что он из себя представляет. Данный кейс я заказал на всем любимом Алиэкспрессе. Ждал я очень его долго, думал, что посылка затерялась, она все не приходила. Но вот она у меня. Сейчас мы глянем, что внутри,
что из себя представляет этот кофр. Выглядит очень хорошо. И я даже бы сказал надежно. Не какой-то там дешевый пластик, а прям все как надо. Так. Тут замки. Оп. Значит, здесь поролон. Соты идут для техники. Какой-то ремешок, но он не понадобится. Этот кофр имеет прорезиненную крышку от защиты для влаги. Также у него имеются вот такие вот замки. Здесь он закрывается, затягивается. И здесь еще отверстие под два замка, если вы уходите куда-нибудь, и чтобы ваше оборудование не сперли. И сегодня мы будем его монтировать на мотоцикл. Ну что, приступим к установке. Для начала мне придется снять все штатные крепления от своего алюминиевого кофра. Отмечаем отверстия для установки болтов. Прикручиваем намертво и размечаем остальные два отверстия. В загашнике нашел пару длинных болтов, по длине не подходят, так что будем укорачивать, чтобы в дальнейшем задний фонарь не царапался. Итак, все готово, осталось благополучно все прикрутить. Ну что ж, друзья, вот мы и поставили багажную систему, поменяли боковые кофры, поменяли центральный кофр. Центральный кофр, как видите, он маленький, но мне достаточно будет этого места, и зато я буду знать, что моя аппаратура будет в надежности, нежели это будет тряска по кочкам. Аппаратура, сами знаете, не дешевая. Что хочу сказать, подписывайтесь на мой канал, пишите в комментариях, о чем бы вы хотели услышать в следующем видео. Этот канал посвящен мотопутешествиям, мототуризму. Я буду рассказывать о снаряжении, которым я пользуюсь. Дальше буду рассказывать, как я подбираю маршруты для своих путешествий. Все о снаряжении, все о мотоциклах, все о путешествиях. В общем, подписывайтесь, ставьте лайк. Всем пока, удачи!